Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. В городе Вадодара, в индийском штате Гуджарат, произошло обрушение одного из 23 пролетов автомобильного моста Гамбхира, протяженностью 900 метров, соединяющего районы Вадодара и Ананд. Инцидент случился в утренний час пик, когда по мосту шло оживленное движение. В результате обрушения в реку Махисагар упали несколько транспортных средств, среди которых 2 грузовика, внедорожник и пикап. Очевидцы сообщают о громком треске перед обрушением, после чего конструкция рухнула за секунды. По данным различных источников, число погибших варьируется, большинство СМИ сообщают о 9 жертвах, однако некоторые указывают на 11 или даже 13 погибших, еще от 6 до 10 человек получили травмы. Как сообщают СМИ, мост был сдан в эксплуатацию в 1985 году. В последние годы техническое состояние сооружения вызывало серьезные нарекания со стороны местных жителей, но движение по нему так и не было перекрыто. Всего 3 месяца назад власти приняли решение начать процесс проектирования и выбора подрядчика для строительства нового моста взамен изношенного, однако трагедии избежать не удалось. Вечером 7 июля запад Украины накрыл мощный грозовой фронт, сопровождавшийся шквальным ветром, ливнями и местами градом. Пострадали Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Волынская области. По данным Укргидрометцентра, скорость ветра достигала 25-30 метров в секунду, в результате чего стихии оказались повалены деревья, повреждены здания и линии электропередач. В Ровенской области повреждены крыши домов, в Прикарпатье и в Тернопольской области зафиксированы падения деревьев и перебои с электричеством. На Волыни стихия без света оставила более 170 населенных пунктов, повреждены сотни трансформаторов. Из-за последствий непогоды временно был закрыт пункт пропуска Дзвонковелония на границе с Венгрией. Сильные ливни вызвали локальные подтопления улиц и дворов, особенно в низинах Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска. В Тернопольской области потоки воды смыли дорожное покрытие на некоторых сельских дорогах. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал град размером до 2-3 см, повредивший автомобили, теплицы и сельскохозяйственные культуры. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно направила бригады для ликвидации последствий. В пострадавших областях работали спасатели, энергетики и коммунальные службы, расчищавшие завалы и восстанавливавшие электроснабжение. Штормовая погода накрыла вчера Омскую область. Больше всего от непогоды пострадали Старый Кировск и Амурский поселок в Омске, а также Таврический район области. Ливень сопровождался градом, размеры которого местами достигали грецкого ореха. В Таврическом районе град был настолько обильным, что во дворах и огородах образовались сугробы из-за льда. В Старом Кировске градины можно было собирать лопатой. В Омске град прошел, в частности, в районе улиц Труда и Герцена. Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству. В огородах пострадали посевы картофеля, огурцов, помидоров, капусты, а также плодовые деревья, вишня и яблоки оказались сбиты на землю. Местные жители сообщают, что град продолжался 30-40 минут, повредив практически весь урожай. Ветер гнул деревья, а сильный дождь вызвал подтопление дворов. Московскую область вчера накрыла экстремальная непогода, характеризующаяся ураганным ветром, крупным градом и сильными ливнями. По данным синоптиков, в районе аэропорта Шереметьево скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Согласно шкале Бафорта, это соответствует 12-больному шторму, способным наносить серьезное разрушение. В Пушкино на фоне непогоды прошел обильный град, достигавший нескольких сантиметров в диаметре.
Местные жители сообщают о повреждении урожая и садовых насаждений. В Богородском городском округе ураганный ветер повалил множество деревьев, которые перегородили дорогу. Это вызвало временные перебои в движении транспорта и привело к отключениям электроэнергии. Власти оперативно мобилизовали экстренные службы для расчистки завалов и восстановления электроснабжения. Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Читинский округ в ночь на 10 июля, превратили улицы города в реки. В Чите выпало 105 мм осадков, что стало рекордом за последние 70 лет. Это больше месячной нормы июля и превышает предыдущий рекорд 1 июля 1964 года, когда выпало 60 мм. Дороги, тротуары и низины оказались затоплены, местами вода доходила до половины кузова автомобилей. Утренние пробки парализовали движение, особенно в низинах, где вода скапливалась быстрее всего. Ливни спровоцировали аварии на электросетях, оставив без света несколько микрорайонов Читы, включая центральную часть, а также ряд поселков и дачных кооперативов. По данным местных жителей, перебои с электроснабжением затронули и социальные объекты. Сейчас коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи электричества, но точные сроки пока не называются. В Якутии самолет Ан-2 совершил 8 июля аварийную посадку в тайге. Ан-2 вынужденно приземлился в лесном массиве в 300 километрах от поселка Жиганск. На борту воздушного судна находились 3 человека, 2 члена экипажа и 1 пассажир. Никто из них не пострадал. Самолет же, в свою очередь, получил серьезные повреждения. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет. Мощный грозовой фронт прошел вечером через Витебскую область. За этот час штормовой ветер нанес серьезный ущерб инфраструктуре деревни Вархи Городокского района. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, стихия повредила 29 строений, включая 27 кровель частных жилых домов и 2 кровли частных магазинов. По данным РУП «Витебскэнерго», грозовой фронт также нарушил электроснабжение 115 трансформаторных подстанций и 58 населенных пунктов в Витебской области. Работники МЧС и местные коммунальные службы приступили к устранению последствий, включая распиловку упавших деревьев и помощь в восстановлении поврежденных строений. Энергетики перешли на особый режим работы, чтобы оперативно восстановить электроснабжение. Самолет ВВС Индии, истребитель «Джагуар», разбился в районе Чуру, в штате Раджастхан, недалеко от деревни Пхануда, во время тренировочного полета. Оба пилота, находившиеся на борту двухместного учебно-тренировочного самолета, погибли. По данным ВВС Индии, инцидент произошел около полудня, самолет взлетел с авиабазы Суратгарх и упал в сельскохозяйственном поле. Очевидцы сообщили о громком взрыве и клубах дыма. Точная причина крушения пока не установлена. ВВС Индии инициировали расследование для выяснения обстоятельств. Возможные факторы включают техническую неисправность, столкновение с птицами или сложности при полете на низкой высоте, что характерно для тренировочных миссий. Вулкан Килауэа, один из самых активных в мире, 9 июля вступил в свой 28-й эпизод извержения, продолжая серию мощных фонтанов лавы, начавшуюся 23 декабря 2024 года. По данным Геологической службы США, извержение началось в 4 часа 10 минут утра по гавайскому стандартному времени с активизацией северного жерла в кальдере Халимоу-Мау. Фонтаны лавы стали достигать высоты около 30 метров, к 5 часов 15 минут фонтаны выросли до 200-300 метров, а к 6 часам 7 минутам достигли пиковой высоты 365 метров. Выброшенный шлейф вулканического пепла протянулся на юго-запад. Извержение продолжалось 9 часов.
Южное жерло, активное в предыдущих эпизодах, на этот раз не проявило активности и было полностью покрыто новыми лавовыми отложениями. Лавовые потоки остались в пределах кратера Халимау-Мау в национальном парке Гавайских вулканов, не угрожая жилым районам. Зона извержения, закрытая для посещения с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера, остается под строгим контролем. Туристы могут наблюдать за извержением с безопасных смотровых площадок парка. Лесной пожар, вспыхнувший 8 июля на окраинах Марселя, второго по величине города Франции и крупнейшего порта страны, продолжает угрожать региону. Несмотря на усилия более чем 1000 пожарных, задействованных в тушении, огонь остается активным, а густой дым окутывает город, включая центральный район Старого порта. По состоянию на утро 10 июля пожар локализован, но не потушен полностью, и власти предупреждают о риске новых вспышек из-за сильных ветров и засушливых условий. От пожара уже пострадало от 110 до 303 человек, в основном от вдыхания дыма, среди них 9 пожарных и 22 полицейских. Вечером 9 июля популярный туристический город Синая в румынском уезде Прахова оказался во власти мощного шторма. Шторм продолжался около часа, сопровождаясь шквальным ветром, интенсивными осадками и градом. Скорость ветра достигала 100 км в час. Ветер повалил множество деревьев, которые перегородили дороги и повредили автомобили. Пострадали здания, включая кровли домов и туристических объектов вблизи замка Пелиш, одной из ключевых достопримечательностей региона. Сообщается о значительном числе поврежденных автомобилей из-за падения веток и строительных конструкций. В некоторых частях города из-за оборванных линий электропередач было нарушено электроснабжение. Дороги, включая подъезды к горнолыжным курортам и туристическим объектам, оказались заблокированы упавшими деревьями. Не менее 14 человек в результате разгула стихии получили травмы. В пострадавшие районы были направлены спасатели, которые работают над расчисткой дорог от поваленных деревьев и обломков, энергетики восстанавливают электроснабжение. Вечером 9 июля в лесистой местности недалеко от Аропоса, в восточной части региона Аттика, в 40 километров к северо-востоку от Афин, вспыхнул мощный лесной пожар, который быстро вышел из-под контроля. По данным греческой пожарной службы, огонь быстро распространился из-за сильных ветров, достигающих скорости 75-88 км в час, и сухой погоды, вызванной продолжительной жарой. Пожар разделился на два крупных фронта, один из которых уничтожает сосновый лес, а второй приблизился к жилым домам, находясь в нескольких сотнях метров от построек. Власти объявили эвакуацию нескольких населенных пунктов, включая районы Неаполатия и Сикиаминон. По данным местных СМИ, эвакуированы были сотни местных жителей и туристов. На тушение пожара брошены значительные силы, более 140 пожарных, включая элитные пешие отряды, специализирующиеся на тушении лесных пожаров, пытаются справиться с огнем на земле. С воздуха огонь тушат 10 самолетов и 4 вертолета. Мощное наводнение обрушилось на деревню Руидоса в округе Линкольн, в штате Нью-Мексико, во второй половине дня 8 июля после мощного ливня, который обрушился на регион, пострадавший от прошлогодних лесных пожаров. По данным Национальной метеорологической службы в Альбукерке, за короткое время выпало от 38 до 63 мм осадков. Почва, лишенная растительности, не смогла впитать воду, что привело к стремительному стоку и потокам мусора. К 15 часам по местному времени уровень воды в реке Руидоса, в районе Голливуд, поднялся на 6 метров. Наводнение причинило значительный ущерб Руидоса, Руидоса-Даунс, Глинко и Альта. Повреждены десятки домов, часть из них смыта бурными потоками.
Под водой оказалось более десятка дорог, часть из них перекрыта принесенным мусором. Сообщается о множестве людей, оказавшихся в ловушке в домах и автомобилях, в результате чего было проведено не менее 85 спасательных операций. Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайную ситуацию из-за наводнения, призвав жителей немедленно искать возвышенности и не пытаться пересекать затопленные дороги. Для эвакуированных жителей были открыты временные убежища. Сильные дожди обрушились на штат Португеса в Венесуэле. Стремительный подъем уровня воды в реках и ручьях вызвал обширное наводнение. Сильнее всего от стихии пострадал муниципалитет Турен. По данным местных СМИ, наводнение затронуло не менее 10 сообществ, включая зоны вблизи города Акаригуа. Под водой оказались улицы, дома и сельскохозяйственные угодья. Стремительные потоки воды привели к разрушению дорог, что в свою очередь вызвало транспортный коллапс. В экстренном порядке была организована эвакуация местного населения. В безопасных местах власти организовали временные убежища для тех, чьи дома оказались непригодными для проживания. Гражданская защита штата Португеса и местные власти приступили к ликвидации последствий. Спасательные бригады работают над расчисткой дорог, восстановлением доступа к изолированным районам и оказанием помощи пострадавшим.